Всем привет! Вы на канале Мадстер, и у меня для вас сегодня хорошие новости. Мне удалось пообщаться с командой СБСР, которая занимается игрой «Заря», и взять у них небольшое интервью. Ребята редко сейчас выходят на связь, так как работа над игрой идет довольно бодро. Но обо всем по порядку. В описании вы найдете ссылки на полное интервью на русском и английском языках. Здесь же я не буду зачитывать дословно все ответы, а расскажу самое важное из того, что удалось узнать. Погнали! Разработка не стоит на месте. Мы каждый день собираем билд и сами в него играем. Нам важно, чтобы игру можно было просто взять и почувствовать. Это не про задания и не про заработок. Это про жизнь, про поездки, людей, деревню и ощущение дороги. Если честно, мы рассматриваем оба варианта. Самостоятельный релиз возможен, но многое зависит от партнера. Для команды из 3 человек издатель — это не просто деньги. Это маркетинг, консоли, локализации, тестирование. Самим тянуть все это будет долго и тяжело. Основа игры уже есть. Вождение, передвижение и взаимодействие с миром. Управление машиной ближе к аркаде, но с ощущением веса, грязи и заносов. Особенно хорошо это чувствуется на геймпаде. Мы много внимания уделяем именно физическому взаимодействию. Посылки можно грузить в машину или закидывать на крышу. Объекты пинать, инструменты использовать руками. Например, топор — это не просто кнопка, им нужно реально махать. И в целом мы делаем не систему, а ощущения. Нам важно, чтобы за этим было приятно наблюдать и просто играть. Основные задания знакомят игрока с механиками, дополнительные дают возможность прожить их спокойно и в своем темпе. Сейчас мы активно наполняем мир, добавляем дороги, объекты, NPC, животных. Хотим, чтобы деревня ощущалась живой. Изначально мы планировали игру намного меньше, но по мере разработки стало понятно, что у нее есть потенциал. При этом мы постоянно себя ограничиваем. Если механика усиливает игру, оставляем. Если это просто фича ради фичи, то убираем. Например, мы пробовали point-and-click управление и довольно быстро отказались. Оно просто не давало нужного ощущения. То же самое было с выходом из машины. Мы не планировали это изначально, но игроки просили. Попробовали, и это очень органично легло в игру. Команда у нас маленькая, и мы стараемся ее не раздувать. Но при этом очень активно общаемся с сообществом. Люди помогают нам с графикой, музыкой, идеями. И часть этих вещей уже есть в игре. Это для нас правда важно. Все решается довольно просто. Мы делаем прототип, играем и смотрим на ощущения. Если механика мешает, убираем. Если усиливает, оставляем. Мы каждый день играем в свой билд. Это для нас главный критерий. Мы не делаем хардкорный симулятор. Для нас важно ощущение, вес машины, подвеска, грязь, поведение на дороге. При этом управление должно оставаться простым и приятным. Геймпад в приоритете. Мир у нас полуоткрытый. Это набор отдельных зон, деревня, болото, горы, лес. Они открываются по мере сюжета, но в них можно возвращаться. Это осознанное решение. Нам важно контролировать качество и не распыляться. На релизе это строго одиночная игра. Это про тихое, атмосферное путешествие. В будущем, возможно, посмотрим в эту сторону, но сейчас весь фокус на одиночном опыте. От вида от первого лица мы довольно быстро отказались. Игра сильно завязана на окружение и композицию кадра. Плюс это сильно увеличивает объем работы. Зато в кат-сценах будем использовать постановочные ракурсы. Машины — это не просто визуал, у каждой есть своя роль. Буханка для грузов, Нива для болот и гор, УАЗ для бездорожья, ЗИЛ для тяжелых задач. Каждая машина ощущается по-разному, и это важно. Нам важно, чтобы машина ощущалась живой. Отлетают детали, открываются двери, болтаются вещи на крыше.
Но мы отказались от сложного ремонта, он сильно замедлял игру. Сейчас все проще, починился и поехал дальше. Пока тестируем игру в узком кругу, смотрим не только на отзывы, а на поведение игроков, где они теряются, где тормозят, где им становится скучно. Открытый плейтест будет позже, скорее всего, уже вместе с издателем. Сообщество влияет на игру и довольно сильно, но при этом у проекта есть свое ядро. Мы не стараемся угодить всем подряд. Музыка – очень важная часть игры. Мы ориентируемся на атмосферу 90-х и 2000-х. Хотелось бы лицензировать реальные треки, но это сложный процесс. Поэтому работаем с музыкантами напрямую, например, уже общались с перемоткой и открыты к новым предложениям. Мы ушли от глубокой экономики. Это не про заработок, это про жизнь. Сейчас у нас более простая система с талонами. Нам важно, чтобы игрок сам выбирал, чем заниматься. Это не РПГ с цифрами и прокачкой, это про действие. Помочь бабке, порыбачить, вытащить машину, покосить поле. Мы хотим, чтобы в этом мире хотелось просто находиться. Гринд, он возможен, если пытаться закрыть все. Но мы стараемся этого избегать. Будем смотреть на плейтесты и править баланс. Внешний вид Василия можно будет менять. Это награды за задания. Мы не делаем survival с голодом и жаждой. Нам важнее ритм и общее ощущение игры. Сейчас главное довести вертикальный срез, потом плейтесты и уже дальше обсуждение сроков с издателем. Мы называем «Зарю» атмосферной игрой про сельского водителя. Для нас это про воспоминания, уют и знакомые места. Нам важно, чтобы игроку хотелось остаться в этом мире, а не просто пройти его. Я благодарю команду СБСР за предоставленную возможность задать вопросы и провести это интервью. И еще раз напоминаю вам, что это лишь укороченная версия интервью. Более полную версию вы можете найти по ссылкам в описании. Всем пока!